студии погас свет. Воздух был наполнен ожиданием, камеры уже работали. Персонал шептался, а фанаты, следившие за трансляцией в прямом эфире, чувствовали – вот-вот произойдет нечто особенное. Чонгук, золотой Макне BTS, сидел перед объективом. Его взгляд был мягче, чем обычно, голос ниже и слегка дрожал. Все выглядело как обычное интервью. Он улыбался, шутил, поправлял микрофон, но затем его тон изменился. В его глазах было что-то, что говорило зрителям: это не просто очередное выступление. «Есть кое-что, что я давно хотел сказать», — начал он тихо. Наступила тишина, оглушающая и плотная. Миллионы армий, смотревшие онлайн, подались ближе к экранам. Имя Тахиона еще не прозвучало, но все уже чувствовали, куда все идет. Годами фанаты догадывались о глубокой связи между Чонгуком и Тахионом, о тихих взглядах, о неуловимых моментах, пойманных камерой. Их связь выходила за рамки дружбы. Они были не просто коллегами по группе, они были родными душами в самом истинном смысле слова. И сегодня Чонгук наконец-то был готов сказать все это вслух. Слава, какой бы прекрасной она ни казалась, может быть тяжелым бременем. За каждой улыбкой на сцене скрываются тысячи невыраженных эмоций. Чонгук носил их в себе годами – любовь, благодарность, вину, страх. Тахион всегда был его якорем. С первых дней в тренировочной комнате и до мировых сцен Грэммы он был рядом, подбадривал, когда тот спотыкался, смеялся, когда что-то шло не так, и стоял рядом, когда мир становился слишком шумным. Но фанаты заметили, что в прошлом году что-то изменилось. Все меньше совместных кадров, все меньше общих моментов, появились слухи, что-то случилось между ними, они избегают друг друга. Никто не знал правды до сегодняшнего дня. Поэтому это признание было таким важным. Когда Чонгук наконец заговорил, его голос дрогнул. «Тахион, он больше, чем друг для меня», — сказал он. «Он причина, по которой я все еще стою здесь». Эти слова прозвучали особенно. Это не был сценарий, не пиар. Это было живое, уязвимое, настоящее. Ведущий молчал, давая ему пространство. Чонгук глубоко вдохнул, глаза заблестели. «Мы прошли через все вместе. Я не могу объяснить, что он значит для меня, но я надеюсь, он знает». Признание взорвало фанатское сообщество. Твиттер взорвался, ТикТок заполнился видеоэдитами, и имя Чонгука стало мировым трендом в считанные минуты. Но за этой волной хайпа скрывалась история гораздо глубже, чем кто-либо мог представлять. Дружба Чонгука и Тахиона всегда была сердцем братства BTS. Они встретились подростками, неуверенными, стеснительными, и быстро стали неразлучными. Они делили ночные ужины, репетировали до рассвета и делились мечтами под одной крышей. Во времена Винкс фанаты помнят, как Чонгук тихо наблюдал за Тахионом издалека, улыбаясь, когда тот смеялся с другими. На съемках Run BTS их энергия была искренней, живой, неподдельной. Но слава все меняет. С расписаниями, полными бесконечных дел и все более ярким светом прожекторов, даже самые крепкие дружбы подвергаются испытанию. И все это время Чонгук молчал. До сегодняшнего дня. Чувствовалось, как года эмоций наконец вырвались наружу. Речь шла не о романтике и не о теориях фанатов, речь шла о правде. «Он тот, кто напоминает мне, кто я есть на самом деле», — сказал Чонгук, сдерживая слезы. «Когда вокруг становится слишком шумно, голос Тахиона приносит мне покой». Это было не просто признание. Это была благодарность, любовь и исцеление, все в одном. Пока признание Чонгука транслировалось в прямом эфире, Тахион находился в другой студии, занят своим расписанием. Персонал шептался, телефоны звонили, кто-то показал ему видео.
Ролик длился всего несколько минут, но Тэхион застыл. Его глаза смягчились, когда слова Чонгука прозвучали в комнате. Сначала он ничего не сказал, просто тишина. Потом он улыбнулся, тихо, тепло, с тем выражением, которое говорит больше, чем слова. Позже, той же ночью, Тэхион выложил фото в Инстаграм, без подписи, просто черно-белое изображение неба с одним смайликом луны. Фанаты сразу все поняли. Луна — это их общий символ с ранних времен, это был его способ сказать «Я услышал тебя». Через несколько часов новостные издания подхватили историю. Заголовки заполнили соцсети. Чонгук открылся о Тэхионе. Эмоциональное признание потрясло фанатов. Честные слова участника BTS довели ARMY до слез. Тэхион ответил самым тонким, но мощным способом. ARMY по всему миру не могли сдержать слез, пересматривая момент снова и снова. Это было не просто признание, это был редкий взгляд в сердце человека, который годами прятался за тщательно созданным образом. Люди восхищались смелостью Чонгука, его открытостью, другие — мягкостью реакции Тэхиона. Вместе они напомнили миру, почему послания BTS о любви и подлинности находят такой отклик в сердцах. На следующее утро мир все еще гудел. Ведущие новостей обсуждали признание Чонгука, соцсети не переставали крутить клип, но внутри круга BTS было необычно тихо. Чонгук держался в стороне. Он не заходил в сеть, не публиковал ничего, просто остался в своей студии, окруженный инструментами, погруженный в мысли. Те, кто видели его, говорили, он выглядел спокойно, словно наконец отпустил то, что носил в себе слишком долго. Его чувства были спрятаны под слоями профессионализма, славы и давления. Но теперь он сказал, и мир услышал. Тем временем Тэхион по-прежнему не высказывался публично, но фанаты заметили нечто во время его прямого эфира 2 дня спустя. Один из зрителей написал: «Ты видел интервью Чонгука?» Тэхион улыбнулся, медленно, мягко, той улыбкой, в которой всегда тысячи невысказанных слов, и ответил тихо: «Видел, я горжусь им». Всего 5 слов, но эти 5 слов исцелили миллионы. Это не было постановкой, не было планом, это было искренне. Связь между ними не нуждалась в громких объяснениях, она была тихой, сильной и настоящей. Через несколько дней источник, близкий к группе, сообщил, что признание Чонгука не было частью сценария. Интервью должно было сосредоточиться на его сольной карьере и творческом росте. Но когда речь зашла о вдохновении, что-то в нем изменилось. Журналист спросил: «Кто вдохновлял тебя больше всего все эти годы?» Тогда Чонгук замолк. Камеры продолжали работать, но ему было все равно. Он вспомнил ночи в общежитии, смех, который помогал пережить усталость, и Тэхиона, который тихо проверял, все ли с ним в порядке после долгих репетиций. Именно тогда он сказал все. Это не было пиаром, это был момент истины, тот самый, который невозможно подделать, тот, который напоминает миру даже суперзвезды, люди. После съемки сотрудники рассказали, что Чонгук несколько минут просто молчал, глубоко дыша. Кто-то протянул ему воду, он улыбнулся и сказал: «Я давно хотел это сказать». ARMY известна своей пастью, но этот момент объединил их как никогда раньше. По всему миру фанаты начали писать письма, создавать арты, публиковать слова поддержки, празднуя честность Чонгука. Хэштеги «We love you, Чонгук» и «Taekook forever» оставались в трендах несколько дней. Сами писали, что слова Чонгука дали им смелость открыться о своих чувствах, о дружбе, любви, уязвимости. Другие просто плакали, говоря, что ждали этого откровения годами. Одна фанатка написала: «Он признался не только в чувствах к Тэхиону, он признался в человечности, в том, что каждому нужен кто-то рядом, в любви, которую не нужно объяснять». Фэндом понял, дело не в слухах и не в теориях, дело в правде, верности и той глубокой нерушимой связи, которая держит BTS вместе. И, возможно, именно поэтому это откликалось так сильно. Чонгук говорил не только за себя, он говорил за всех, кто когда-либо любил кого-то молча.
Через неделю BTS посетили закрытое частное мероприятие. Трансляции не было, но в сеть попали короткие видео. На одном из них видно, как Тэхион и Чонгук сидят рядом, без показной сцены, без внимания камер, просто разговаривают, смеются как раньше. В какой-то момент Чонгук наклонился ближе, что-то тихо сказал, а Тэхион положил руку ему на плечо. Этот простой, искренний жест снова растрогал фанатов до слез. После всей этой бурной истории, догадок и эмоций, они просто были рядом, как и всегда. Этот момент напомнил всем, почему их дружба пережила все – славу, расстояние, ожидание, молчание. Потому что некоторые связи не нуждаются в починке, они просто существуют. Прошли недели, буря улеглась, мир пошел дальше. Но эффект от того признания не исчез. В одном из последующих интервью